Ребята, всем привет! Не знаю почему, но решила начать влог новый именно сейчас и здесь. Во-первых, Нунцовик сходил в новую клинику, где его помыли, искупали, и смотрите, ему постригли ушки. Соби, да? Соби, посмотри в камеру. Какой ты такой другой ты у меня стал, кого-то не моя собачка, не мой сыночек какой-то. Какие-то ушки у тебя странные стали, Соби. И попочку, ведь ему тоже подровняли, кстати. Ну, в общем, всего помыли, причесали. Вроде клиника хорошая, не очень далеко от дома, поэтому, думаю, будем водить туда. Кстати, мытье, потом, например, чистка ушей, подстригание всяких коготочков и так далее стоит 35 тысяч Соби. Стоит 35 тысяч вон. Он ругается вот на это, поэтому надо быстрее вам это показать. Заказал Нунцов. Короче, во-первых, я заказала здесь 6, и еще есть 6 таких 12-литровых банок американо, черного кофе обычного, и к нему еще заказала, ой, господи, огромную просто бутыль карамельного соуса. Типа, знаете, делать красиво кофе с молочком, со льдом, вот такое айс-латте, такое вот карамельное. Надеюсь, у меня получится. Думаю, что может надо купить какую-то, знаете, такую выжималку и туда сливать по чуть-чуть, а то вот эту бадью лучше бы я хранила в той комнате, а маленькую какую-нибудь штучку здесь на кухне. Ну, в общем, вот так, думаю, попробовать сейчас или нет сделать кофе. Вроде сегодня уже пили, но как-то попробовать хочется. Поэтому сейчас я, наверное, 2 бутылки выну и поставлю в холодильник, а остальные вот сюда заношу. А остальные 6 пусть Джун туда несет. Он ушел на тренировку на час-полтора где-то. И насчет холодильника. Как вы можете заметить, он потихоньку начинает пополняться. Уже мы сегодня сходили, закупили овощи. Вы представляете, у нас на районе вот столько помидорок. 3000 вон, поверьте мне, это очень-очень дешево. Вообще, достаточно дешевые овощи у нас в одном из магазинов. Ну, апельсинчики тоже купила. Короче, соков тоже что-то накупила, не знаю зачем. Люблю, в принципе, сок, даже больше газировки иногда. Вот, поэтому соусы всякие корейские тоже купили. Ну, а сейчас попробую сделать с молоком, наверное. Вообще, я хочу попробовать сделать, знаете, так, по инстаграмному, так сказать. Я опять уже постирала, представляете, она опять уже испачкалась, эта кофта. Почему-то до сих пор как-то прохладно по утрам, так сказать. И... да, слушайте, реально нужна какая-то другая штука, потому что, видите, она как открывается. Сейчас у меня не получится сделать красивенько. Я хотела, знаете, такие, типа, по стенкам кружки. Ну ладно, что, попробую сейчас вот это. Вкусняшка. Ладно, придется просто сделать вот так. Блин, что-то до хрена, вот поэтому мне нужна емкость. Так, ладно. Хотя, в принципе, не до хрена. Далее, вроде, давайте льда положим. Вот. Потом зальем молоко. Господи, это молоко, какое оно? Из вот этих, короче, орехов. И, собственно, кофе. Не знаю, надеюсь, у меня хоть что-нибудь получится. Окей. Не знаю. Надеюсь, это будет съедобно, так сказать. Так, теперь. Я, к сожалению, все время забываю купить многоразовые трубочки, поэтому вот размешаю этими. Я эти трубочки покупала, как мы только переехали в Корею, в Дайсе. У меня она до сих пор, эта пачка, ну не прям целая, я пользуюсь, вот сейчас начала. Ну, что я могу сказать? Вот это молоко, на самом деле, я не очень люблю с кофе. Я люблю обычное молоко с кофе. Поэтому даже не могу сказать. Надо с обычным молоком попробовать, но взбить его.
у меня на коленках лежит, сидит Нунсобик. Сегодня, как у нас день проходит? Сегодня понедельник. Прошла неделя с небольшим, переезжали мы, получается, в прошлую субботу. В общем, неделя и 3 дня, 10 дней примерно прошло, или там 9, как мы переехали. Квартира на самом деле обжита вообще вот почти. Завтра утром, что-то там чуть ли не в 7:30 утра, нам привозят телевизор. Также мы под телевизор заказали тумбу. Вроде я вам рассказывала, не помню. Но, к сожалению, ее привезут только к концу этой недели, либо к середине, началу следующей. Вот, очень жаль. Наверное, телевизор будет стоять на полу пока что. Не думаю, что Нунсоби будет к нему подходить. Не знаю, как бы опасно это или нет. Ну, в общем, надеюсь, что просто тумба под телек приедет достаточно быстро все-таки к концу недели. И мы его установим. Также, конечно же, завтра я вам покажу, как это все будет происходить, потому что Джун, конечно, сказал, что он встретит всех людей, а я могу спать дальше, но я знаю, что начнут все ходить, что Нунсобик будет тоже на мужиков орать, переживать, поэтому я такая, нет, я тоже встану, как бы умоюсь, соберусь и как бы буду вместе с тобой ждать. Так что да, завтра вам покажу телек, какой мы купили. Мы купили какой-то обычный телек. Если вот это все, мы такую технику покупали хорошую от Samsung и так далее, то это просто, я даже не знаю, что это за бренд в итоге Джун купил. Так что да, мы, кстати, хотели его повесить изначально на стену, но нам сказали, что, скорее всего, не получится, что стена может не выдержать, потому что, как я поняла, там не вот... ну, я не знаю, камень или что, такой звук, знаете, глухой, то есть как будто там есть пустота где-то, не прям сразу, но вот, короче, не толстая стена, и что может не выдержать. Вот, поэтому мы сначала думали, что поставим на такие, знаете, тут популярны становятся стенды для телека, а потом думаем, блин, стенд, ну, не знаю. Джун, кстати, не хотела очень тумбу, а я, наоборот, хотела тумбу, но такую высокую, чтобы, если вы помните, такая есть коричневая полоса в месте для телека. Я хотела, чтобы она полностью была закрыта, но Джун такой, типа, да ладно, слишком высоко. И вот такие, я уже говорю, ладно, давай закажем хоть что-нибудь. И в итоге заказали. Ждем. Джун сейчас на тренировке, благо он тренируется сегодня в спортзале жилого комплекса, то есть спустился, поднялся и все. Никуда и долго ехать не надо. Я думаю, что сегодня на ужин приготовлю... кстати, да, у него закончилась его диета, которая длилась 3 с лишним месяца. А вчера он отфоткал свои вот эти вот фотки прекрасные мужские, и вчера с друзьями как бы отдыхал, кушал и так далее, я с ним вместе не поехала, решила оставить его с друзьями. А сегодня вот мы дома вдвоем, он там будет монтировать видео, и я хочу сделать, короче, называется оджино потогуи. Оджино — это кальмар или осьминог? Осьминог, наверное, да, осьминог, ну, как бы прожаренный в сливочном масле. Пото — это сливочное масло, гуи, ну, типа, прожарка, не знаю. Вот, я не знаю, какой там рецепт прям правильный, я просто делаю это с маслом, и спросила уже у Джуна еще, добавить ли чеснок. Он говорит, добавь, наверное, будет вкусно, поэтому сегодня что получится? Что-нибудь сварганю. Сегодня на обед я делала пасту, Джун очень хотел, вот, а на ужин вот посмотрим, что-нибудь еще приготовлю. Короче, у меня там сзади размораживается этот самый оджино. Кальмар, нет, осьминог. Вот, так что вот такие дела. Ну, Собочка такой весь как бы показать, вон он пришел такой весь веселый, такой весь что-то туда-сюда, а сейчас устал. Вот, уже вечереет, очень красиво. Я очень рада, мне нравится просыпаться в новой квартире, мне нравится здесь убираться, мне нравится здесь готовить, то есть ощущение пространства и себя совершенно другое, и это круто. Вот, так что не знаю, как будет дальше идти этот влог, даже не понимаю, какое название этому влогу дать, потому что понимаю, что будет не все об уборке, еще, наверное, что-то будет, но вот почему-то начало получилось очень длинным. Надеюсь, я вам не надоела уже, поэтому надеюсь, что у вас будет приятный
просмотр. Ну что, я вовсю готовлю. Это у нас осьминожек. Потом в аэрогриле у нас мясо, которое Джун хотел поесть. Оно у нас в морозилке было. Потом здесь у нас остатки курочки, которые я когда-то не доела. Ну, недавно буквально. Когда мы не доедаем, мы можем ее заморозить, а потом тоже в аэрогриль. И все отлично и вкусно. Это соус, который мы сегодня купили, острый, этот кочуджан любимый. И решили, что все-таки хотим рамена. У Джуна чампон, да? И у меня чапагетти, вкусняшка. Вот, так что готовим. Это лаваши, которые я делала. Осталось 2 последних, поэтому думаю, что сегодня ночью, ну, вечером, как покушаем, уберусь, сделаю еще. Отлично они у нас едятся по утрам. Ну, а тут уже, на самом деле, все готово. Начинает делать рамянчики. У него, как всегда, что-то острое. Так. Итак, ребята, наш званый ужин. Курочка, мяско, которое Джон хотел, осьминожек, всякие панчаны, закуски корейские и рамены. У Джуна, как у настоящего корейца, рамен-суп с рисом. У меня чапагетти, да? Чапагетти называется. Я пью сидр, а Джун пьет пиво. Ему нравится. Ладно. Вот соус. Мы никак не купим такие маленькие чеплашечки под соусы, поэтому вот от его этого ланчбокса используем. Соби где-то здесь, конечно же, нюхает, все ходит, поэтому ладно, приятного аппетита. Ребятки, ну что, нам пришел телевизор. Он просто огромный. Ну, это, конечно, хорошо, что он большой, он даже больше, чем мы думали. Он 65 инчей. Ну, видимо, 65 дюймов или что это, я не знаю, если честно. В Корее говорят 65 инчей. Вот, так что вот такой вот прекрасный, видите, меняется заставочка. Каналов у нас нету, мы решили их не делать, потому что мы все равно телевизор не смотрим. Тем более нам в подарок, когда мы включали интернет, дали новый этот планшет от Samsung, на котором есть несколько каналов. А здесь у нас просто, так как это Smart TV, тут у нас Netflix, YouTube, и можно скачать еще всякие другие приложения, что хочешь сделать. Вот, мы ждем тумбу, она станет вот сюда, телевизор, естественно, будет повыше, и все будет еще прекрасней. Компания какая-то вообще непонятная, ENTU, либо V, я даже не знаю, что это. Ну, в общем, вот так вот. Хороший, большой телевизор. Мы уже начали смотреть утром одно корейское шоу, называется I'm Solo. Немножко посмотрели, и Джун пошел монтировать. А я хочу сходить в душ, разобраться с какими документами и, собственно, дальше делать дела. Джун хочет сегодня скушать карри. Тем временем нам пришла вот эта вот новая штучка, потому что с ней были небольшие проблемки, нам ее поменяли на новую, и пришла первая часть матрасиков для Соби, где он бегает. Мы заказали пока что только сюда. Тут, по-моему, 4 метра, чтобы посмотреть вообще, как оно. Вот это вот я отрезала криво, косо. Посмотрите, какой кошмар. Ну, ладно, что поделать. Вот, и Джун сказал, нет, давай я. Я такая, окей. И теперь он это режет, вырезает. Хотим сделать вот так вот. Ну, вроде нормально. Это можно будет сейчас подрезать просто и все. Вот, блин, как-то некрасиво у меня вышло, жалко. 너도 그런 적이 있었어? 기억이 안 나? 내가 그때 했을 때 너가 카페. 나한테 뭐라 그랬는지 알아? 뭐? 그거 사고 내가 그렇게 하니까 이거밖에 못하냐고 나한테 막 뭐라 내가 봤을 때 그게 내가 봤을 때 잘한 거야. Ну, покажи, как ты бесишься. Слаба. Тебе нравится? Ребятки, всем привет! У нас новый день. Наверное, тот же самый влог. И сегодня очень важный день. Я не знаю, почему я так волновалась, ждала и боялась этого дня.
Но мы выехали в это место за 2,5 часа заранее, чтобы точно не опоздать и все было нормально. Потому что сегодня я еду в русское посольство, чтобы отдавать заявление на новый загранпаспорт. Я не знаю, почему я так переживаю. То ли я знаю, что у нас просто иногда в органах очень так недоброжелательно к себе относятся, то ли что всегда найдут до чего докопаться. Ну, короче, почему-то меня, в принципе, всегда волнуют такие поездки в такие места, а тут вот еще и паспорт, еще и за границей, поэтому я, конечно, переживаю, я, конечно, подготовила все документы, все и так далее, вот, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. У меня время на 11:54 назначено, конечно же, со мной едет Джун, потому что ехать далеко, так что, да, надеюсь, все пройдет хорошо. Паспорт у меня был всего на 5 лет, я делала его в 2017 году, очень-очень быстрее, потому что мы тогда с родственниками уезжали на отдых. Вот, и поэтому только на 5 лет, поэтому в этот раз я, конечно же, решила сделать на 10, сразу биометрический, или как он называется. Вот, вроде все документы заполнила. Кстати, документы у меня даже вот число есть, я начала заполнять 2 февраля. То есть я зашла на сайт посольства и так далее, начала все это узнавать, уже все заполнила, и там пришел момент выбирать число, на которое, можно записаться в посольство на сдачу документов. Я думаю, сейчас запишусь, быстро все сделаю, не буду переживать и так далее. И представляете, уже в феврале, 2 февраля в начале были места, вот первое место свободное, которое было, это на 6 мая, на сегодня. То есть все занимает очень быстро, поэтому всем советую, кому нужно менять паспорта или вообще какие-то документы, лучше этим заниматься реально прям вот за полгода, начинать заполнять всякие там числа себе, потому что иначе это вот выйдет так. Благо у меня еще, примерно 1,5 месяца до окончания паспорта, то есть он еще действующий, все нормально. Вот, главное, чтобы сегодня тоже все было хорошо. Джун говорит, что вообще, что я как-то так зря переживаю, что все нормально, типа вообще нету повода для переживания. Я не знаю, мне кажется, всегда, когда ты занимаешься такими документами, особенно в другой стране, переживательно это вот. Так что я вам сегодня расскажу, покажу, что как. Выехали за 2,5 часа, и очень надеюсь, что мы не опоздаем, потому что сейчас как раз время, когда все едут на работу, а мы стали жить еще дальше, чем был наш район. Я, кстати, очень довольна, что мы здесь. Вот, хоть ехать далеко и до моей работы, и до вот таких дел, но ладно, я лучше встану пораньше. Вот, так что, надеюсь, все будет хорошо. Если приедем раньше, то просто попьем кофе где-то, вот, и, собственно, пойдем. Ну что, мы уже приехали, благо Джон вчера нашел парковку и купил на целый день ее. Поэтому мы припарковались, тут на первом этаже есть кафе, мы зашли, купили напитки, вот ждем, когда нам их дадут. Думаю, посидим здесь немножко и пойдем уже туда. Остался час, на самом деле, мы хорошо доехали, в принципе. Остался час до моего времени, но я такая торопыга и переживающая, что хочу туда пойти быстрее, не знаю зачем. В общем, вот. У меня даже реально персик, прям дольки большие, а внутри пюре персиковое. Обожаю. В Старбаксе бы так не сделали. Ну что, ребята, мы закончили. Вы можете нас вообще поздравить. Все прошло намного лучше, чем я думала. Конечно, сначала, когда мы туда пришли, там была огромная очередь. И я подумала, что какой вообще смысл в, собственно, онлайн-записи, если все равно ты туда приходишь, вводишь номер своей онлайн-записи и все равно сидишь очередь по этому билетику, который тебе выдают. Ну, то есть, не знаю, в чем смысл, но ладно. И проблема в том, что у меня была запись на 11:54, а обед у них начинается в 12:15 и заканчивается только в 2 дня, представляете? И уже мое время прошло, и все никак, как-то вот никак. И, короче, прямо перед самым обедом была моя очередь. Меня вызвали, я самая счастливая побежала быстрее. Там был очень, кстати, милый работник, парень.
мужчина. Вот. Меня сразу так, давайте фоткаться, щелкнули. Конечно, вышло ужасно. Я могла бы перефоткать, но я такая, ладно, пофигу, господи, кто, кроме вот сотрудников каких-то, будет видеть это фото. Поэтому я, кстати, вот на этом не зациклена, на красивых фотках для документов. Ну вот. И, короче, все прекрасно, все сделали. Еще меня предупреждал кто-то, что после того, как ты сходишь в посольство, из посольства тебя отправляют в другое место, чтобы тебе дали бумагу, типа за место паспорта на это время. Но мне мой паспорт вернули обратно, и никуда мне идти больше не надо было. То есть, так как мой паспорт еще действует полтора месяца, возможно, даже за эти полтора месяца мне уже придет новый паспорт, поэтому мне просто нужно отслеживать на сайте по определенному номеру, типа, как и что, в пути он или уже прибыл. И все. Вот. Смотрите, как нам сан видно. Погода сегодня, конечно, очень классная, тепло, вообще жарко бы даже я сказала. Небо хорошее, прекрасное. Так что и настроение теперь хорошее, потому что я не думаю больше ни о каких вот таких вот документах, по крайней мере, пока что. Также сейчас мы едем в сад, в место, где у нас будет проходить свадьба, либо в другой сад, но тоже компания, не знаю. Короче, нам нужно еще внести деньги за, собственно, место проведения и так далее. Тоже большую сумму, поэтому мы едем расставаться с деньгами. Вот, ну что поделать. Вот, до туда, правда, ехать час, потому что опять мы цепляем по дороге Канама, на Канаме постоянно какие-то ужасные пробки. Поэтому ехать нам до туда час, потом еще до дома ехать, и мы решили, что мы покушаем не здесь где-то, а уже у себя там, чтобы поспокойнее быть, вот. Так что, правда, мы уже оба уже голодные, не знаю какие, но ладно. Мы приехали в другой сад. Одна компания, но два разных дома, два разных сада. Тут тоже очень красиво. Тут, правда, территория побольше, и, к сожалению, тут не было места времени для свадеб. Вообще, я сначала вот этот сад хотела, увидела. Вот там вот, короче, вот сюда вот так поднимаешься. Там, типа, ставят алтарь из цветов, сидят, там, типа, роспись. А вот здесь уже столы, где кушают, отдыхают. Большой дом. Хорошо. Но у нас тоже хорошо. Наш тоже мне нравится. Оба нравятся. 좋다. 야, 우리 6시면 제일 좋을 때야. 그 시간이 선언을 하고. Тут, конечно, у нас очень много всяких новостроек. Вот у этой новостройки очень красивые цвета. Очень интересно. Мы пришли кушать наконец-то. Вкусняшку. У Джуна такой же. Мы заказали одинаковые. Как-то мало лосось, ну ладно, большая креветка. Тут вкусно, нам очень нравится. Буду ждать, когда ему тоже принесут. Не буду его соблазнять. О, Джуна тоже несут. 감사합니다. Вот так вот.